Всем привет! Меня зовут Ксения Кобылянская, я мастер и основатель студии и обучающего центра перманентного макияжа в Киеве Элбар. Сегодня я вам покажу, как я выполняю процедуру пудрового напыления на нашей замечательной модели Юлии. Сейчас мы перейдем к отрисовке эскиза. Форму мы особо менять не будем, выровняем асимметрию, немножко добавим объема, которая по заживлению станет форма намного меньше. Сейчас мы будем прорисовывать форму с помощью нитки. Я беру обычную нитку и смазываю ее хорошо карандашом. Не люблю уже заготовленные нитки, которые уже смазаны, потому что они очень жирно прорисовывают форму, и потом сам мастер и теряется в своем эскизе. Хорошенько промазываю, чтобы со всех сторон прокрасилась нитка, чтобы хорошо оставался след. Перед процедурой обязательно обезжириваем зону перманента хлоргексидином. После того, как убрали макияж. Рост волосков на правой брови больше, нежели на левой. Нам нужно это визуально выровнять, но мы максимально придерживаемся своего натурального роста волос. То есть мы не выщипываем брови ни в коем случае полностью, не рисуем там на лбу новую форму. Мы должны придерживаться природной формы обязательно, и усовершенствовать ее. Определяем нижнюю линию брови, то есть мы ее проводим. Мы ее проводим от зрачка, параллельную линию проводим. Это первая линия, потом вторая линия будет показывать ширину наших бровей. И следующая линия — это наивысшая линия брови, точка апекс. То есть мы тоже ее с помощью ниточки можем определить, чтобы понять, вот у нас на правой брови чуть-чуть выше апекс, нежели на левой. Мы это все видим с помощью нитки. Линейки я не очень люблю при отрисовке, но могу себя проверить. Но ниточкой мне больше всего комфортнее рисовать. Мы поставили все эти три линии, то есть определили ширину, определили зону апекса, то мы выставляем, максимально смотрит клиент ваш на вас, сквозь вас, и мы расставляем точки. Начало брови мы ставим либо же от края носа и начало брови, либо же от зоны пирсинга, то есть в зависимости от своего роста волосков. Следующая точка, это тоже мы определяем, где у нас находится апекс, тоже клиент смотрит сквозь нас, Юля так сквозь меня, тоже крыло носа, либо край радужки, либо край зрачка, то есть у всех индивидуально, мне больше нравится в данном случае по краю радужки. Сквозь меня. Вот, мы определяем. И теперь мы будем определять, где же заканчивается наша бровь. Тоже нам в этом поможет крыло носа и внешний уголок глаза. То есть это длина нашей брови. Сделали эту разметку, мы уже сможем с помощью нитки отрисовать форму, которую потом наведем ручкой, чтобы четко видеть нашу зону работы. Определяем ширину. Нижнюю линию я пока условно так ставлю, а потом я чуть-чуть могу ее подкорректировать с помощью ручки, когда буду наводить. И хвостик сразу чуть-чуть. Это просто ровные линии, исходя из точек, которые мы уже расставили. Вот я соединяю начало и зону апекса просто прямой линией. Вот так сильно не выгинаю, потому что линия тогда будет неровная. То есть вот так вот. Чисто прорисовать. Но ни в коем случае не надавливаем, потому что тогда у нас она будет неровная линия. И также переносим бровь на вторую сторону. То есть с помощью прямых линий вы никогда не нарисуете разные брови. Если вы их просто
исходя из прямых линий, нарисуете себе и потом будете уже смягчать зону апекса, хвостик выводить. Но ни в коем случае сначала не рисуйте какую-то придуманную форму, которую потом сложно будет перенести. Вот, после того, как я сделала себе набросок, я сейчас буду выводить черной гелевой ручкой, мне удобнее, нежели карандашом, потому что более тоньше получается линия. Поднимаю вот тело брови, то есть чтобы мне было удобно прорисовать нижнюю линию. И также прямую линию рисуем вверху. Ну, мы наводим то, что мы уже нарисовали. То есть всегда рисуем прямые линии. Из прямых линий очень удобно вывести форму. Видим, что вот здесь в апексе выше бровь, как и была, и я подчеркнула. То есть мне нужно сейчас выровнять верхнюю линию, чтобы максимально была такая же форма, как на второй брови. То есть не задирать апекс на той брови, которая и так и мимически более активная, и по росту волосков. Если на брови вашего клиента есть родинка, вы можете впритык работать к родинке, но ни в коем случае не работать на ней. То есть мы травмировать родинки перманентно не должны. Линия вашего эскиза должна быть максимально тоненькая, чтобы вы видели, где заканчивается граница вашего эскиза, чтобы, грубо говоря, другой мастер, если сядет за вами доделывать после эскиза, чтобы он смог видеть все. Не только вам должно быть понятно, но и другому человеку, который смог бы сделать по вашему эскизу бровь. На веко опускать бровь не стоит, потому что сразу будет угрюмый взгляд, и бровь будет утяжелять визуально лицо. Поэтому если вы хотите добавить объема, то лучше, ну, все зависит, конечно, от конкретного случая, но в большинстве случаев лучше добавлять объем сверху. Также я всегда прошу клиента удивиться, максимально приподнять бровки, чтобы увидеть, нет ли асимметрии, правильно ли я разместила зону апексов. Потому что бывает, волосков здесь не растет в принципе, и тогда сложно определить, где же эта наивысшая точка, и можно ее нарисовать, исходя из параметров, неправильно. И потом, когда клиент будет удивляться, мимика будет смотреться неправильно. Поэтому это все проверяем. Так, всегда отхожу на несколько шагов назад от клиента, чтобы проверить издалека форму, потому что когда вы вблизи смотрите, у вас может замылиться взгляд, и вы можете какие-то нюансы не учитывать. И отрисовки и проверки вашей формы — это штангенциркуль. Вы можете проверить длину тела брови, то есть от головки до зоны апекса, и переместить сразу эту же зону и проверить, правильно ли у вас все размещено. Также мы делаем и с хвостиком, тоже его переносим, максимально все должно сходиться.
Также можно проверить им и ширину вашей брови, то есть вот таким вот образом в нескольких местах, то есть в головке, затем в апексе. Бровь должна быть одинаковая. Переносим на вторую бровь, чтобы все сходилось. И также проверяем хвостик. Мы подносим просто от апекса до окончания брови и переносим на вторую, то есть чтобы все у нас было гармонично. Даже на этапе эскиза я не люблю четкие головки, то есть мы стараемся сделать на этапе эскиза длиннее нижнюю линию, нежели верхнюю, чтобы максимально бровь смотрелась мягкая, потому что когда клиент даже на этапе эскиза будет смотреть, ему будет казаться, что у него будут квадраты в головке брови, этого быть не должно. Проверить начало вы можете с помощью любой палочки, даже ватной палочки, проверить, чтобы ваши линии сходились. Либо же линеечка, то есть чем вам удобнее. Главное, чтобы все было симметрично. Также, чтобы проверить направление хвостов, это самое важное, потому что все можно исправить, ширину на коррекции, можно подправить все нюансы, кроме направления хвостов. Если вы сделаете направление хвостов разное, то, соответственно, вы уже это никак не исправите. Скорее всего, вам придется расширять, а расширение иногда просто невозможно. Поэтому вот такое упражнение вам поможет, когда вы опускаете голову клиента вниз и видите четко направление каждого хвоста. Вы можете взять тоже либо палочку, либо линеечку и вот так продлить визуально направление каждой брови. И оно должно быть одинаковое. Проверила с разного расстояния эскиз наших бровей. Я покажу клиенту на утверждение, затем буду фиксировать. То есть обычно я уже не фиксирую никаким маркером, ручкой бровь, то есть я фиксирую с первого прохода бровь и вижу ее, не теряю эскиз. Но если вы только начали свою практику и вы теряете эскиз, то вы можете на этом этапе, когда уже все утверждено, вы можете расставить тоненькими точечками с небольшим расстоянием красные точечки красной ручкой Pilot G1. Она вам поможет не потерять форму после первого прохода, потому что все хирургические маркеры я не люблю, они чаще всего вообще не выходят до конца процедуры, ну а фотография в портфолио с хирургическим маркером вам, соответственно, не нужна. Перед процедурой я убираю лишние волоски по форме, чтобы этого не делать после. Мне очень нравится еще триммером убирать волоски, но это обязательно нужно делать перед процедурой перманента, то есть чтобы вы травмированную кожу ни в коем случае не трогали триммером. Или же еще видела, что берут ручку и ручкой по травмированной зоне расставляют себе точки. Тоже не стоит так делать, потому что это травматизация, и сукровица выделяется, и вы все это этой ручкой переносите на другого клиента. Такого делать нельзя. Навожу себе линии, чтобы не потерять, потому что после того, как я выщипала, они немножечко стерлись линии. Шайен, модуль у меня фирмы V-Select. Обычно делаю на квадроне. Сейчас попробовала эту марку, она мне понравилась. Я себе уже подготовила сустаин, налила, чтобы не брать его потом во время процедуры. Взяла пигменты Елены Нечаевой брюнет. Смешиваю с теплым брюнетом, пару капель утеплила, добавила, смешиваю с помощью миксера. То есть можно это сделать обычной зубочисткой, просто чуть-чуть дольше. На блоке я выставила скорость 4,7, работаю обычно до 5 выставляю, но смотрю в зависимости от кожи. Вылет иглы люблю чуть-чуть побольше, тем более, что работаю на длинноходе. Это предполагает то, что вылет ставлю чуть-чуть больше, нежели на другом аппарате. Самое важное — это первый проход. Нам нужно зафиксировать нашу бровь, но не создать
ярких линий, то есть никаких контуров, особенно вверху, никакого контура не должно быть. Должна быть мягкая растушевка. Набираю пигмент, это кончиком носика нашего модуля окунаю, ни в коем случае полностью не мажу как кисточку. Если у меня вдруг стекает, я вот так вот аккуратненько убираю, чтобы аккуратно выполнять работу, и у меня ничего не лилось на бровь. Самое важное это фиксация, растяжка брови. То есть я тяну обычно в 3 стороны, то есть и внизу, и вверху натягиваю бровь, чтобы прям плоскую такую сделать поверхность и укладывать свои штрихи. Если я буду видеть, что я работаю и у меня ничего не остается, а просто царапается кожа, соответственно, тогда у меня вылет иглы очень большой, и мне нужно его уменьшить, чтобы пигмент поступал в кожу. Также, если я дотрагиваюсь, у меня все льется, значит, у меня вылет иглы маленький, и мне нужно его увеличить, чтобы попадало в кожу. На бровях я работаю без первички, так как не вижу в ней особо смысла. Первый проход абсолютно каждый клиент может выдержать, это такое легкое покалывание, выщипывать брови намного больнее. Такими легкими движениями я работаю техникой маятник, обязательно фиксирую руку, у меня она никогда не на весу, то есть это залог вашей работы качественной. То есть важно хорошо зафиксировать первым проходом вашу форму, но не создать никаких контуров. Не спеша, чтобы без пробельчиков воздушно наношу свои штрихи. Работаю я блоками, заходя на предыдущий на 70-80%. То есть совсем чуть-чуть выхожу в следующий блок. Это делаю для того, чтобы у меня не было стыков. Когда подхожу уже к головке брови, то расстояние между моими штрихами становится больше, чтобы воздушнее сделать эту часть. Никогда не делаю ее плотно, чтобы избежать графичности головки брови. И теперь я наношу вторичную анестезийку после первого прохода. Я стараюсь много не наносить раз анестезию вторичную, я наношу максимум 2 раза, ну, в редких случаях 3. После первого прохода я наношу анестезию, вот на левой брови у меня она уже нанесена, пленку я не ложу, потому что не вижу в ней особого смысла. Теперь я перехожу на второй проход. Я не буду его делать полностью, я буду работать участками, то есть сначала растушую и добавлю яркости хвостику, когда его уже почти закончу, буду переходить дальше. То есть не сразу весь проход буду делать, а буду по участкам работать. На втором проходе клиент обычно вообще почти ничего не чувствует или чувствует, но совсем чуть-чуть. Обычно где-то 3 прохода я делаю суммарно. Ну, когда участками работаю, то посчитать количество проходов сложнее становится, потому что поработала, вытерла и не могу просчитать, сколько там сделала прохода. То есть если цельно работать, создавать более такой теневой эффект, то это где-то 3-4 прохода. Не забывайте натягивать кожу, потому что это очень важно. Только так вы сможете равномерно внести везде пигмент. Если натяжка слабенькая, то хуже укладывается пигмент, больше зазоров между штрихами, поэтому это очень важно. Обязательно работаем на сухой поверхности, то есть вытираем, высушиваем, потому что когда вы работаете на
влажной или мокрой поверхности, то у вас тогда расплывается пигмент и грязь в работе присутствует. Этого быть не должно. В головке я еще раз пройдусь, еще один раз. Потом трогать ее не буду, пока не буду завершать, чтобы ее не перенасытить, а сделать максимально воздушной. То есть на этом этапе я могу вот так оставить, нанести больше пигмента, еще растереть, чтобы пигмент впитался в кожу. Потому что недостаточно просто внедрить, надо еще больше оставить пигмента, чтобы кожа восприняла побольше пигмента. От первого прохода должно остаться вот такая вот легкая тень, но заметная, чтобы вы не потеряли. Но не должно быть никаких контуров. Если присмотреться, то у меня нет границы ни внизу, ни вверху. Такие пушистые брови. Это от того, что у меня минимальная скорость на блоке и воздушные штрихи. Чтобы понять, где есть пигмент засажен или не засажен, углубление, где есть или нет, вы можете увидеть и сразу, но более выразительно это будет видно уже по заживлению. Когда я затемняю хвостик, у меня вот получается вот так, такие вот легкие пиксели сверху и более плотнее прокрас внизу брови. То есть так мы участками насыщаем всю бровь. Скорость на блоке у меня 4,5 и либо же 5 максимум ставлю, не больше. Но опять же, вы должны понимать, что скорость, вылет иглы — это все индивидуальные параметры, которые вы должны выставлять, исходя из того, на каком аппарате вы работаете. То есть каждому аппарату нужно подобрать свой вылет, свой вольтаж для той или иной техники. Теперь опять же добавляю пигмента, чтобы все проколы, которые остались от моего прохода, заполнялись пигментом. И сейчас мы будем еще больше растушевывать, добавлять в участках, где не хватает пигмента. То есть сейчас наша задача растушить еще больше бровь. До этих линий идет моя растушевка, не выходя. То есть тут тоже должна быть какая-то линия, но она не должна быть такая видимая, как внизу. Но в то же время должна быть. Ну и если где-то вы выйдете точечкой, то ничего страшного от этого не будет. Я наношу опять сустаин. И пока я буду работать на левой брови, то здесь кожа успокоится. Не должно быть никаких границ, должна быть воздушность, такой мягкий градиент от нижней линии к верхней. Теперь тоже наносим анестезийку на вторую бровь, чтобы убрать покраснение и проявилась вся растушевка, и мы видели, где что нам нужно добавлять. Теперь буду добавлять более точечно, чтобы не перенасытить. Растушевка, должен быть переход. Вот тут у вас более яркая идет часть брови, вот здесь самая-самая воздушная, такая дымочка прям должна быть. Но опять же, должно быть все плавно переходящее, не должно быть пробелов никаких. То есть вот так прям точечно.
добавляю. Сейчас точно так же буду повторять все на левой. Правая бровь у меня почти готова. Тут осталось чуть-чуть еще затемнить и пару пикселей добавить. А левая я сейчас сравняю, опять же, ниточка. Ниточку вообще себе заготавливайте на всю процедуру, чтобы у вас ее было побольше. То есть все пробелы важно заполнить, чтобы не было такого, что где-то у вас не хватает пигмента. Так, внимательно рассматривайте. Если сильное покраснение не дает вам понять, нанесите еще анестезийку. Вы четко должны видеть, что вся бровь проработана. Вот эта часть у нас должна быть самая-самая выразительная. Здесь вот лучше точечно еще проработать, если где-то не хватает. То есть, потому что на этом этапе, если вы начинаете штрихами, то можно опять же перенасытить. Поэтому лучше это сделать точечно. То есть, вот, исходя из запроса, вы уже добавляете в зависимости, хочет клиент более графичную линию или же хочет более мягкую, пушистую. Вот такой результат у нас получился. Мы выдержали анестезийку пару минут. И видите, какой красивый прокрас. То есть бровки стали насыщеннее, они еще станут насыщеннее до конца дня. Затем на 3-5 день они станут шелушиться. Если правильный уход, то шелушение будет необильное. И через месяц-полтора мы рекомендуем делать коррекцию для закрепления результата. Брови по заживлению будут более узкими, то есть ширина немножечко уйдет. И мы уже на коррекции будем добавлять и яркость, и форму будем менять, если вдруг клиент захочет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, а в комментариях к этому видео вы можете оставлять свои вопросы, я с радостью на них отвечу.